Зеленскому сделали выговор. Украина на скамье подсудимых. Резонансный материал в польской и немецкой прессе. Улицы Киева перекрыты, центр столицы парализован. Силовики ввели усиленные меры защиты. Что происходит? Срочная эвакуация всей столицы, перемещение 2,5 миллионов человек. Власти озвучили план. Путин срочно направляет спецборд, экстренный вылет из Москвы. Правительство ушло в отставку, на чеку министр обороны Буданов. Что будет с ними? Сильнейшие удары в море нанесены. Атака РФ куда прилетела? Удар России по Варшаве, Лондону и Берлину. Баллистика для европейских столиц. Лавров обвинил президента. Китай готовится к уходу Путина. Премьер-министр объявлен в розыск. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 15 июля на календаре. Как и прежде, начну со слов благодарности всем адекватным и вежливым людям. И напомню, что здесь, как и раньше, не будет оскорблений и развешивания ярлыков, на какой бы стороне вы бы ни находились. Я не позволял себе этого раньше и не позволю в будущем. Всем, кто разжигает ненависть по национальному признаку, а в комментариях явно видно, кто это делает, любители движухи, ненависти и гибели людей, нам с вами не по пути. YouTube жестко модерирует подобное. А для тех, кто не умеет слушать и слышать, в моих видео давно все продумано. На каждом эпизоде озвученной информации на экране указана ссылка на первый источник информации. Вы всегда можете зайти и прочесть, кто и что сказал. Все для вашего комфорта, только научитесь пользоваться. Всем удачи, давайте начнем. Без табу. Украина сделала первый шаг к легализации клубнички. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому бытовое производство и распространение откровенных видео и фото среди совершеннолетних лиц больше не будет считаться преступлением. В пояснительной записке авторы уверяют, что домашние съемки ради удовольствия не несут общественной опасности, как это давно принято на Западе. Однако критики бьют тревогу. Грань между личными мотивами и коммерцией может быть стерта, а последствия для общественной морали непредсказуемы. Законодатели поспешили успокоить паникующих. Красная черта существует. Создание и распространение подобного контента с участием несовершеннолетних или для них остается тяжелейшим уголовным преступлением, караемым по всей строгости закона. Удар в спину Зеленского. Болгария сказала окончательное «нет» Украине. София выходит из коалиции желающих. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Румен Радев. По его словам, Болгария не будет участвовать в объединении, которое выступает за продолжение финансовой и военной помощи Киеву. Он призвал сесть за стол переговоров. Цитирую. Болгария не предоставляет такую помощь, поскольку мы считаем, что решение этого конфликта заключается не в его продлении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, положит конец военным действиям. А Венгрия машет рукой россиянам. Будапешт объявляет полный отворот-поворот Путину. Министр обороны Ромулус Русин Сенди заявил, что Будапешту нужно восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед Россией, чьи спецслужбы пытались пролезть через черный ход. При этом в оборонном ведомстве извинились перед странами-союзниками, включая Финляндию, чье вступление в НАТО ранее задерживалось из-за позиции Будапешта. В то же время президент Сербии Вучич, у которого теплые газовые отношения с Путиным, и вовсе анонсировал встречу с Зеленским в Киеве в рамках саммита Украина-Юго-Восточная Европа, который начнется уже сегодня. В Польше избили поляка, приняв его за украинца. Мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами. После избиения мужчина начал оскорблять свою жертву и заявлять, что тому не место в Польше. Исторический конфликт раскалывает союз Варшавы и Киева, об этом уже пишет The Guardian. В материале вновь напоминает о решении Зеленского присвоить подразделению ВСУ название Героев УПА. Издание пишет, что если в Польше волынские события официально признаны геноцидом, то в воюющей Украине восприятие УПА консолидировалось исключительно вокруг идеи борьбы с советским режимом. По мнению ряда польских и украинских экспертов, исторический конфликт все сильнее используется политиками обеих стран во внутренней борьбе, что лишь усиливает взаимное недоверие. Зеленский – неожиданная фигура для роли националистического лидера, говорится в материале.
Он победил на выборах в 2019 году как инклюзивный кандидат, способный объединить украинцев. Он вырос в русскоязычной еврейской семье в промышленном поясе на юго-востоке Украины, вдали от националистического наследия Западной Украины. Внезапно человек, который прекрасно знает, насколько вредно чествование УПА, начал заигрывать с этим национализмом, отметил Бартош Чехоцкий, посол Польши в Украине с 2019 по 2023 год. Дипломаты и эксперты с тревогой констатируют, что былая эмоциональная привязанность между странами разрушена, и в будущем их сотрудничество превратится в сугубо прагматичный союз, лишенный прежней теплоты. А уже немецкий Welt вышел с материалом под названием «Украина неожиданно, но по собственной вине оказалась на скамье подсудимых». Авторы пишут, далее цитата, «Еще недавно Украина была любимицей ЕС, теперь Зеленскому приходится защищаться от обвинений в том, что он действует не в соответствии с европейскими ценностями. Причина – его упрямство в крайне чувствительном вопросе». Издание пишет, что поведение Зеленского – это не просто бестактность, но и полный игнор предубеждений, травм и чувствительности своего западного соседа. Это была цитата. Авторы уточняют, что Зеленский не потушил, а наоборот разжег конфликт, а его слова, прозвучавшие как ответ Польши, это показатель того, что, опять цитирую, что гражданская позиция бывшего комика Зеленского очевидно пострадала. Украине и Зеленскому, которые были любимыми детищем ЕС, вынесли выговор, пишет Welt. Упрямство украинского президента теперь привело и к последствиям на европейском уровне. 8 июля Европейский парламент вынес ему выговор. В резолюции, принятой подавляющим большинством голосов, Зеленского обвинили в пренебрежении чувствами поляков и признали его решение несоответствующим европейским ценностям. Правительство ушло в отставку. Верховная Рада Украины помахала премьеру Свириденко и всем ее министрам. Депутаты из «Слуг народа» рукоплескали, а у оппозиции есть вопросы. Почему Кабмин меняют в разгар тяжелейшего кризиса? По данным СМИ, кандидатуру нового премьера могут внести в парламент уже сегодня, а голосование по ней ожидается в четверг, 16 июля. Главным фаворитом на этот пост остается руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Сама Свириденко, по информации источников, отказалась от предложенной ей должности посла Украины в США. При этом в кулуарах украинского парламента говорят, что она может подвинуть Буданова, а тот – министра обороны. Новые веяния. Свириденко идет на главу офиса президента, а Кирилл Буданов – на Минобороны. Что будет с министром обороны Федоровым, так и остается интригой. На запрос «Нового времени» в офисе президента Украины пояснили, что на данный момент лишь 2 человека точно знают, останется ли Федоров в правительстве после перезагрузки. Это сам Зеленский и Федоров. Удар России по Варшаве, Лондону, Парижу и Берлину. В Киеве бьют тревогу. Целью российской баллистики могут стать столицы Европы. Зеленский уверяет, Россия на пороге получения баллистических ракет с дальностью поражения до 5000 километров. Об этом он заявил из Парижа в интервью французскому телеканалу BFM TV. В интервью также прозвучало, чтобы выжить в новой реальности, Украина уже проводит испытания собственного противоракетного щита. Но при этом спасательным кругом для континента должен стать на 100% европейский проект ПРО, создаваемый Украиной совместно с Францией, Швецией, Данией, Италией, Норвегией и еще 3 странами, говорится в заявлении. Зеленский назвал систему баллистическим «Лего», дешевым аналогом американского «Патриота». В то же время, покидая французскую столицу, Зеленский отправил сигнал Москве: Киев получит лицензии на производство ракет «Скальп», зенитной ракеты «Сампти» и усилит антибаллистическую защиту. Также будет осуществлена закупка первых 16 истребителей «Рафаль» для украинской боевой авиации, а также вооружение к ним. Уже в этом году во Франции должно начаться обучение украинских пилотов и технического персонала. Тем временем улицы Киева перекрыты, центр столицы парализован, ключевые магистрали в центре города перекрывают силовики. В городе усиленные меры защиты. Об этом заявило Управление государственной охраны. В объяснении говорится, что дороги заблокируют, поскольку в Киев съезжаются иностранные делегации и высокопоставленные гости. В частности, ожидается президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным СМИ, 15 июля в Киеве пройдет саммит «Украина. Юго-Восточная Европа».
Срочная эвакуация всей столицы. Власти Литвы готовятся к масштабной эвакуации едва ли не 3 миллионов человек внутри страны. Вильнюс утвердил детальный государственный план эвакуации населения, который будет применяться при военных угрозах и других чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает, что около 75% жителей смогут самостоятельно покинуть опасные районы, а организованную эвакуацию обеспечат для оставшихся 25% населения. При нынешней численности населения Литвы речь идет примерно о 720 тысячах жителей, которых при необходимости, опять же, будут вывозить государственные и муниципальные службы. План определяет весь порядок действий от принятия решения об эвакуации и оповещения населения до транспортировки, временного размещения, регистрации и оказания медицинской, социальной и гуманитарной помощи. Маршруты эвакуации будут согласовываться с военными для обеспечения безопасности и сохранения военной мобильности. Готовность всех служб к выполнению плана власти намерены проверить в ходе госучений по гражданской обороне. Спецборд экстренно вылетел из Москвы. Путин направил известнейший летающий командный пункт в Тегеран. В Иран вылетел Ту-214ПУ, один из наиболее защищенных летающих командных пунктов, предназначенных для перевозки высшего политического и военного руководства. Самолет прибыл на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, где США усилили удары по иранским военным объектам, а Тегеран уже бьет в ответ. Созданный на базе пассажирского Ту-214 борт оснащен шифрованной связью, защищенными каналами передачи данных и системами управления, позволяющими координировать работу государства и армии даже в условиях серьезной угрозы. Ту-214ПО эксплуатируется специальным летным отрядом России и отличается от обычных правительственных самолетов способностью обеспечивать непрерывное командование в кризисной обстановке. Перелет состоялся после новых американских атак на иранские системы ПВО, ракетные позиции и инфраструктуру беспилотников, а также на фоне спора вокруг контроля над Ормузским проливом. Одновременно Иран нанес удары по странам, где размещены американские базы, из-за чего воздушная тревога объявлялась в Бахрейне и Кувейте, а Иордания сообщила о перехвате иранских ракет. В связи с этим его прибытие в Тегеран расценивается как важный геополитический сигнал, указывающий на контакты высшего руководства Москвы и Тегерана в период растущей нестабильности в регионе. Данный шаг породил предположение о том, что переговоры могут касаться военно-технического сотрудничества, обмена разведданными или планирования совместных действий на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку Иран сталкивается с затяжным военным давлением со стороны США и их союзников. Лавров обвинил президента. Жесткое заявление из Москвы для Банковой. Глава МИД РФ считает Зеленского и европейцев виновными в срыве соглашений с США и пригрозил жестким ответом Путина. Лавров заявил, что совместные усилия Украины и Европы полностью разрушили ранее достигнутые российско-американские аляскинские договоренности. Глава МИД теперь говорит о непредсказуемости дальнейшего поведения Вашингтона в международных соглашениях, а также напомнил о готовности Путина добиться поставленных в 2024 году целей в случае игнорирования российских условий. Кроме того, Лавров ждет ответа Анкары. Он также обвинил Зеленского в атаках на российские и турецкие суда, а также газопровод «Голубой поток». Это уже далеко не в первый раз, не говоря уже о том, что инфраструктура «Голубого потока», газопровода, который идет в Турцию, эта инфраструктура регулярно подвергается террористическим атакам. Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать, но надеемся, что какую-нибудь оценку этим событиям они смогут дать публично, а еще смогут послать жесткий, нелицеприятный сигнал террористическому киевскому режиму. На фоне заявления Лаврова Россия атаковала 3 корабля под иностранными флагами. Удары наносились по портам Одесской области и по объектам акватории Черного моря. Под обстрел попали 2 сухогруза, следовавших по международному морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. В результате погиб капитан одного из кораблей, а 3 из 11 эвакуированных членов экипажа получили ранения. Вечерний налет был уже по судну под флагом Маршалловых островов, спровоцировав на борту сильный пожар и гибель еще 2 человек.
Об этом сообщила Одесская областная администрация. В Минобороны РФ взяли ответственность за эти атаки, но в сообщении говорится, что били по судам, которые используются силами ВСУ. Китай готовится к уходу Путина и к эпохе после Путина. Пекин, по данным The Wall Street Journal, уже изучает возможные сценарии смены власти в России и пытается сохранить влияние независимо от того, кто придет к руководству страной. При этом Китай действует осторожно, публично не вмешивается, но по данным издания, в России все чаще фиксируют случаи китайской разведывательной активности и попытки вербовки чиновников среднего звена. Издание пишет, что на фоне войны Москва все сильнее зависит от Пекина, который этим пользуется, добиваясь выгодных условий, в том числе по энергетическим проектам вроде «Силы Сибири-2», соглашение по которому не спешит заключать, ожидая дальнейшего ослабления позиции Кремля. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, китайские чиновники ясно дали понять главе российского государственного газового гиганта «Газпром», что согласятся на строительство трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать Китаю газ по той же цене, ниже рыночной, по которой поставляет его на внутренний российский рынок. Россия не младший партнер Китая. Такая характеристика РФ не соответствует действительности. Об этом накануне заявил Песков, заявив, что взаимодействие России и Китая основано на принципе равенства, который предполагает учет интересов каждой из сторон. Премьер-министр объявлен в розыск. Эрдоган требует арестовать Нетаньяху. Турция уже ищет премьера Израиля. Он в международном розыске в рамках дела о гуманитарной флотилии «Сумут». Напомню, в мае этого года Цахал задержал судно, которое пыталось доставить гумпомощь в сектор Газа. Вслед за этим официальный Израиль опубликовал видео со связанными активистами. Сейчас Анкара призывает весь мир найти и арестовать главного подозреваемого, то есть Нетаньяху. Также суд выдал ордера на арест Биби и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников, среди которых действующий бывший министр обороны страны и глава Министерства нацбезопасности. Стамбульская прокуратура требует для всей верхушки израильского руководства пожизненного лишения свободы. В Казахстане полиция задержала русскоязычную пару за футболку с буквой Z и надписью «Своих не бросаем». Видео инцидента, который произошел в Павлодаре, снял местный житель, возмущенный такой символикой. Казахи сделали замечание мужчине в футболке, однако тот, как пишут СМИ, заявил, что носит ее уже около года, и раньше это не вызывало никаких проблем. В итоге кто-то из прохожих вызвал полицию. Отмечу, Астана неоднократно призывала Россию и Украину сесть за стол переговоров. Внутри страны российские символы Z и V воспринимаются как поддержка военных действий, а Генпрокуратура страны уже выступила за полный запрет на ввоз и продажу товаров с этой атрибутикой. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Друзья, переходите на канал и смотрите, и до встречи уже завтра.